Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку сделок из определенного статуса Bittrex24 в сервис GetCourse. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать сделки из определенного статуса в другие системы. Например, при достижении сделки статуса «Оплачено» передавать ее в GetCourse и дальнейшим образом с ней взаимодействовать. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Bittrex24. На этом этапе вам необходимо выбрать действие. Если вы хотите получать данные по сделкам, когда они переходят в определенный статус, вам необходимо выбрать действие «Загрузить сделки по статусу новые», чтобы при появлении новой сделки в выбранном статусе она передавалась в GetCourse. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Bittrex24 к сервису Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать тип установки Bittrex – облачная или коробочная версия, указать страну регистрации вашего Bittrex, а также прописать домен портала. Чтобы его получить, переходим в личный кабинет Bittrex24. Для начала вам необходимо установить бесплатное приложение Apex Drive в ваш Bittrex24. Для этого переходим в маркет приложений. Прописываем в поиске Apex-Drive. Теперь устанавливаем приложение. После успешной установки копируем домен портала из адресной строки, без дополнительных символов. В этом окне вам необходимо указать логин и пароль пользователя Bittrex с правами, которые нужны для работы с выбранной сущностью, в данном случае со сделками. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать воронку и статус, при переходе в который сделка будет передаваться в ваш GetCourse. В данном случае я хочу, чтобы сделка передавалась из общей воронки из статуса «Оплачено». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одной из ваших сделок, которая находится в выбранном статусе и воронке. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Bittrex24 успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем GetCourse. Далее необходимо указать действие. Если вы хотите создавать новые сделки в GetCourse, при переходе сделки Bittrex24 в определенный статус, то выбираем действие «Отправка сделок». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт GetCourse к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать домен портала и ключ API. Чтобы получить домен, переходим в личный кабинет GetCourse. Копируем доменное имя из адресной строки без дополнительных символов. Для того, чтобы получить ключ API, необходимо перейти по ссылке. Пример этой ссылки находится в нашей справке. Эта справка будет также указана в описании к этому ролику. Вместо «Ваш аккаунт» вам необходимо прописать доменное имя вашего GetCourse. В этом разделе вам необходимо скопировать API-ключ и вставить его в соответствующее поле в сервисе Apex Drive. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить».
Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля GetCourse для создания новой сделки. В эти поля вы можете назначить переменный из Bittrex24. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, поле «Фамилия» является обязательным для создания новой сделки. Если у вас нет данных, которые можно назначить в это поле, вы можете прописать значение вручную. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в GetCourse в качестве новых сделок при переходе сделки в Bittrex24 в определенный статус. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в GetCourse». После успешной отправки переходим в GetCourse и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных GetCourse успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!